Всем привет! В этом видео хочу поделиться с вами тем, как я делаю лавочки в стиле лофт. Заказали мне лавочку длиной 1,5 метра. Делаю я каркас, боковинки из трубы 40 на 20, основной каркас. Такая вот она у нас ржавая продается. Одну уже почистил, рыхлости сбил. Раньше чистил такой тарелкой или чашкой, кто как называет. Вот этой чепухи, разлетаются подшипники на болгарке. Сейчас чищу вот таким круг-мочалкой или коралловый, кто как называет. Сейчас покажу, как быстренько он справляется со своей задачей. Вот буквально 10 секунд, и труба уже такая. Если сравнивать до. Так, дочищу трубу. Как начну резать, включусь, покажу размер. Итак, продолжим. Почистил я два отрезка трубы 40 на 20. Каждый отрезок длиной по 3 метра. То есть в общем вам понадобится 6 метров трубы 40 на 20. Дальше, как нам ее распускать? Ставим меточки каждые 50 сантиметров. Отрезаем 4 отрезка по 50 сантиметров. С каждой трубы. С этой и с этой. В общем, должно получиться 8 отрезков по 50 сантиметров. Эта часть, метр, которая остается, оставляем. Дальше покажу, что с ней делать. Сейчас порежу трубу, дальше включаюсь. Так, продолжим. Есть у нас 8 отрезков по 50 сантиметров каждый. Я решил заморочиться. Рез сделал под 45 градусов на нашем станочке. Станина, конечно, усиленно решает. Сейчас я вам наглядно покажу, какой получается рез, если под 45 градусов. Угольничек четенько лежит, зазора нет, рез получается хороший. То есть, что мы делаем дальше? Варим две вот такие вот рамочки. Размер получается 50 на 50. Так, что-то, наверное, уже дровишки перегорели. Подкинем дров у нас. Они еще не перегрели, но добавить можно. Видео про мою печку есть на канале, кому интересно, переходите, смотрите, поддерживайте канал. Вот так. Так, вентилятор дует, тепло выдувает. Сейчас варю две рамочки вот такие и включаясь показываю, что дальше. После сварки у нас получается вот такие два квадратика. Размер их, как вы уже догадались, 50 на 50. А 2 метровых обрезка, которые у нас остались, будут у нас креплением для доски. И в роли спинки тоже будут играть свою роль. Распускаем. У нас, как вы помните, осталось 2 метровых куска. Режем их по 40 сантиметров. Это будет у нас спинка. То есть с углом играемся.
как вам удобно, на спинку. Я на труборезе режу под, если видно, под 15 градусов. Также у нас остается два обрезка этой же трубы 40 на 20 по 20 сантиметров. Я их привариваю вниз для дальнейшего бетонирования. Так надежнее и заказчику спокойнее. В общем, свариваю спинки, приварю их к рамке и покажу, что будет дальше. Смотрим. В итоге, после сварки у нас получается вот такой каркас. Наши квадратики с трубы 40 на 20, размером 50 на 50 вся эта конструкция. Вот эти планки по 40 сантиметров. Верхней планочки угол обрезается под 15 градусов. И получается у нас вот такой угол наклона. Выведен он опытным путем. Но если у вас нет никакого угольника, просто вот ровно стоит планка, отсюда вы отмеряете 4 миллиметра и наискось вот так срезаете на диаметре этой трубы. И получится у вас вот такой наклон спинки. Дальше изделие грунтуется, красится, прикручивается доска. Доску я использую сосну, породу дерева. Я ее уже успел пошлифовать. Если вы заметили, все в тырсе, в пыляке. Шлифую обычно насадка на болгарку под 125 круг. Ну, липучка, наждак. И все, шлифую доску. Сейчас уберу лавочку. Ну, как это, еще не лавочка, а сам каркас. И покажу, что я дальше делаю с доской. Доску я обжигаю. Есть у меня обычный баллон. Не знаю, сколько там, 25 литров. Горелка китайская. И вот так это все происходит. Вот так это происходит все. Если нет такой горелки, вас всегда выручит самый элементарный газовый баллончик, горелочка. Я раньше только такими обжигал. Суть такая же. Просто немного дольше. Баллончика вам хватит. Не переживайте. На большое количество доски. Если не хотите заморачиваться с обжиганием, просто вскрываете либо цветным лаком, либо морилкой. Ну, мне нравится, когда обожженное дерево. Проявляется фактура. Ну и времени особо много оно не занимает. Если где-то чуть подожгли, ничего страшного, но вытирается и становится такое же. В принципе, все. В конце видео добавлю фотографии уже готового изделия. Кому понравилось видео и мой способ изготовления подобного рода лавочек,
Поддержите, пожалуйста, видео лайком. Подписывайтесь на канал. Для меня это будет стимулом и дальше вам снимать подобного рода контент. Всем спасибо, удачи!